Когда я впервые столкнулся с понятием Джиньпинь-1, мое воображение буквально взорвало представление о масштабах инженерного гения. Представьте, дамба, расположенная на реке Елунцзян в провинции Сычуань, воздвигнута так, что ее высота 305,5 ярдов. Это как если бы перед вами выстроились 195-этажных домов, поставленных друг на друга, создавая невероятную вертикальную стену. За 9 лет, с 2005 по 2014 год, сотни инженеров и тысяч рабочих вложили в это сооружение 4,5 миллиона кубических ярдов бетона. Столько, что если бы его разложить, оно сравнимо с постройкой 45 тысяч обычных домов. Эта массивная арочная конструкция не просто набор цифр. Каждый дюйм дамбы был рассчитан с предельной точностью, как если бы художник вылепил свою шедевральную статую, где каждая грань отвечает за распределение гигантского гидростатического давления. Джиньпинь-1 спроектировали для того, чтобы она могла противостоять мощным наводнениям, действуя как защитный щит для тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий и миллионов домов. Система водосброса, встроенная в конструкцию, срабатывает мгновенно при резком подъеме уровня воды, словно огромный зонтик, готовый принять удар стихии. Особое внимание уделяли и социальной составляющей проекта. Более 7,5 тысяч жителей были переселены, чтобы освободить пространство под строительство этой гигантской дамбы. Жертва, сравнимая с потерей целого небольшого города, но необходимая для обеспечения безопасности миллионов людей. Эта жертва стала ярким примером того, как человеческий разум может обуздать стихию, превратив ее разрушительную силу в источник надежной, чистой энергии. Каждый раз, когда я думаю о Джиньпинь-1, передо мной возникает картина, где бетон и сталь, как в гигантском конструкторе, складываются в монумент, способный изменить судьбу целого региона. Это не просто инженерное сооружение, это символ триумфа точных расчетов и современных технологий, в которых каждая деталь играет свою жизненно важную роль. Погрузитесь в мир, где каждый сантиметр конструкции имеет значение, а инженерные расчеты сравнимы с работой часовщиков, создающих совершенный механизм. Взять, например, плотину Гувера, настоящий символ американской инженерии. При ее строительстве инженеры решили оставить центральный зазор ровно 5,906 фута, что можно сравнить с шириной обычной двери. Этот зазор позволяет бетону свободно сжиматься во время затвердевания, предотвращая появление трещин, которые могли бы обрушить всю структуру, словно небрежно поставленная башня Лего. Чтобы справиться с бурными потоками реки, инженеры перенаправили воду через 4 гигантских туннеля, каждый из которых можно сравнить по размерам с громадным подземным коридором в старинном замке. Временные плотины из дробленых камней, созданные на месте строительства, позволили осушить участок, как если бы кто-то временно закрыл водопровод, чтобы починить трубы. В процессе строительства использовались буровые установки, в которых одновременно работали 30 буров, что напоминает симфонический оркестр, где каждая нота — это удар молотка по скале. После подрыва массивов горной породы экскаваторы незамедлительно приступали к расчистке завалов, а арматурные каркасы и гидравлическая опалубка фиксировали туннели, превращая их в надежные каналы для регулирования потока воды. Система водосброса, встроенная в дамбу, позволяет мгновенно сбрасывать избыточную воду, словно мощный клапан, защищающий конструкцию от перегрузок. Этот комплекс инженерных решений требует постоянного контроля, и каждый элемент продуман до мелочей, от выбора материалов до оптимального угла наклона конструкции. Для меня это не просто строительный процесс, а настоящий триумф человеческого разума над стихией. Здесь каждая деталь — результат многолетних исследований и испытаний, каждая технология — ключ к тому, чтобы превратить риск в стабильность. И когда я наблюдаю, как эти гигантские сооружения, словно живые организмы, функционируют в условиях экстремальной влажности, перепадов температуры и нестабильного грунта, я понимаю, инженерное мастерство — это искусство, где наука встречается с практикой, и каждое решение становится залогом безопасности миллионов людей. В мире дамб инженерные решения столь разнообразны, что можно провести параллели с природными ландшафтами. Каждая конструкция уникальна как отдельный экосистемный биом, где используются разные материалы и технологии для борьбы с силой воды. Начнем с гравитационных дамб, гигантских сооружений, где основная опора создается за счет огромной массы бетона. Представьте себе, что толщина основания такой дамбы может достигать размеров, сравнимых с высотой большого небоскреба. Их стабильность обеспечивается исключительно за счет собственного веса, словно массивный валун, который не поддается давлению стихии. Арочные дамбы представляют собой более изящное инженерное решение. Их форма позволяет равномерно распределять давление воды по всей арке, напоминая античную арку в древнем храме. Такие дамбы опираются на естественные скальные образования, что позволяет минимизировать затраты на материалы, сохраняя при этом высокую прочность конструкции. Этот подход требует невероятной точности расчетов. Одна ошибка, и баланс может нарушиться подобно разваливающемуся мосту. Земляные
Земляные насыпи — это дамбы, которые словно вырастают из самой земли. Они состоят из тысяч кубических метров утрамбованного грунта, смешанного с глиной для водонепроницаемости. Представьте себе огромную гору, сформированную руками инженеров, где каждый слой утрамбован до предела. Такие конструкции отлично адаптируются к различным типам рельефа, хотя требуют регулярного технического обслуживания, чтобы избежать эрозии. Каменно-набросные дамбы — еще один вид, где массивные каменные блоки, уложенные с точностью до миллиметра, образуют непроницаемый барьер для воды. Эти конструкции, как если бы кто-то выложил из огромных булыжников стену, способны противостоять даже самым сильным натискам гидростатического давления. Каждая из этих дамб имеет свои преимущества и недостатки. Гравитационные дамбы обеспечивают высокую надежность за счет массы, арочные позволяют экономить материалы, а земляные и каменно-набросные конструкции гибки в адаптации к сложным условиям ландшафта. Меня поражает, как инженерная мысль находит решение для каждой задачи. Здесь технология и математика переплетаются с практическим опытом, чтобы создать конструкции, способные не только защитить нас от разрушительной силы воды, но и обеспечить экологически чистую энергию. Эти инженерные шедевры не просто объекты, это живые системы, которые ежедневно сохраняют баланс между мощью стихии и человеческим разумом, превращая риск в источник стабильности и развития. Когда речь заходит о самых опасных дамбах, на ум сразу приходят конструкции, чья надежность постоянно испытывается экстремальными природными условиями и человеческим фактором. В этом списке первой фигурирует плотина Бантяо в Китае. Построенная для контроля наводнений, она обрела печальную известность в 1970-м, когда сильные дожди привели к ее обрушению. Масштаб трагедии был колоссальным. Гибель более 170 тысяч человек свидетельствовала о том, насколько хрупкими могут оказаться даже самые массивные инженерные сооружения. Здесь каждая ошибка в расчетах, каждое несоответствие в конструкции могло стать роковой. Постоянное техническое обслуживание и модернизация остаются необходимыми для предотвращения повторения такой катастрофы. Второй объект в этом перечне — Мосульская плотина в Ираке. Расположенная на реке Тигр, она построена на нестабильном гипсовом основании, что создает постоянную угрозу разрушения. Нестабильный грунт требует регулярных проверок и дорогостоящих ремонтных работ. Каждый сезонные циклы дождей могут обострить проблему, и даже небольшое изменение гидростатического давления способно вызвать трещины в конструкции. Это делает Мосульскую плотину одной из самых опасных, поскольку любое нарушение целостности может привести к затоплению близлежащего города, чья численность достигает сотен тысяч жителей. Третье место занимает Оровельская плотина в Соединенных Штатах Америки. Несмотря на статус самой высокой плотины в стране, в 1217-м интенсивные дожди почти привели к ее обрушению. Сбой системы водосброса вынудил провести масштабную эвакуацию, и ситуация могла обернуться настоящей катастрофой для обширных районов Калифорнии. Технические системы, отвечающие за регулирование потока воды, оказались недостаточно эффективными в условиях экстремального увеличения уровня воды. Это вынудило инженеров пересмотреть подходы к проектированию водосбросов, внедряя новые датчики и автоматизированные системы контроля, способные быстрее реагировать на изменения. Эти примеры демонстрируют, что безопасность дамб — это постоянный процесс, требующий не только первоначального качественного проектирования, но и регулярного технического обслуживания, модернизации и четкой системы мониторинга. Каждый из этих объектов не просто массивное сооружение, а сложная инженерная система, способная либо обеспечить жизнь миллионов людей, либо при малейшей неисправности обернуться масштабной трагедией. Именно поэтому для обеспечения безопасности используются новейшие технологии, позволяющие предсказывать изменения в конструкции и своевременно предупреждать о возможных рисках. Инженерия — это всегда точность и ответственность. В случае с дамбами любая ошибка в расчетах может привести к катастрофе, а каждая деталь играет решающую роль. Это касается не только гидротехнических сооружений, но и любых инженерных проектов, от жилых домов до промышленных зданий. Поэтому так важно доверять строительство профессионалам. Ну а если вы хотите, чтобы ваш проект был продуман до мельчайших деталей и выполнен с безупречной точностью, обратитесь к профессионалам из производственного объединения «Система». Это ведущее производственное предприятие с полным комплексом работ. От проектирования модульных зданий и домов различного назначения, любой степени сложности, до разработки дизайн-проектов, включая и внутреннюю отделку. Ребята дают гарантию на свою работу, что очень важно в наше время. Крупномасштабные дамбы — это воплощение инженерного величия, способное преобразовывать целые регионы и влиять на экономику стран.
В первой линии по этому показателю находится проект «Три ущелья» в Китае. Это самая крупная плотина в мире, возведенная на реке Янцзы. Ее объем составляет примерно 31 миллиард 650 миллионов акровых футов воды, что можно сопоставить с объемом, достаточным для обеспечения водоемом крупного мегаполиса на протяжении десятилетий. Эта дамба играет ключевую роль в контроле наводнений, выработке электроэнергии и улучшении судоходства по реке, что делает ее стратегически важным объектом для всей страны. На втором месте находится дамба Итайпу, расположенная на границе Бразилии и Парагвая. Этот гигант не только вторая по величине гидроэлектростанция в мире, но и один из самых важных энергетических объектов для обоих государств. Ее объем достигает примерно 10 миллионов 156 тысяч акровых футов воды. Дамба обеспечивает стабильное энергоснабжение, что является критически важным для индустриального развития региона, а также способствует межгосударственному сотрудничеству в сфере энергетики. Третье место в рейтинге принадлежит плотине Силуоду, возведенной в Китае на реке Джинша. Ее объем составляет примерно 10 миллиардов 246 миллионов акровых футов воды, что позволяет ей конкурировать с крупнейшими мировыми гидроэлектростанциями. Этот объект демонстрирует высокую эффективность в плане выработки энергии и управления потоком воды, что является результатом передовых инженерных расчетов и новейших технологий строительства. Все эти дамбы не просто играют роль регуляторов водного баланса. Они представляют собой сложнейшие инженерные системы, интегрированные в экономическую и социальную инфраструктуру своих регионов. Каждый из этих проектов потребовал огромных инвестиций, кропотливой работы инженеров и современных технологий. Использование инновационных материалов, продвинутых систем контроля и автоматизированных программ для мониторинга состояния конструкции позволяет значительно повышать надежность этих сооружений и снижать риск катастроф. Эти гигантские дамбы являются неотъемлемой частью современного мира. Они обеспечивают электроэнергией миллионы домов, способствуют развитию сельского хозяйства и транспортной системы. Их масштаб и эффективность демонстрируют, как технологии могут преобразовывать природу в источник процветания, несмотря на постоянные вызовы, которые ставит перед нами стихия. Сложнейшие инженерные задачи требуют точности, инноваций и многолетнего опыта. И дамбы, входящие в этот рейтинг, яркий тому пример. Первое место здесь занимает плотина Гувер в Соединенных Штатах Америки. Этот объект известен своим гигантским центральным зазором, который позволяет бетону свободно сжиматься во время затвердевания. Такая технология предотвращает появление трещин, обеспечивая долговечность конструкции даже при колоссальном давлении воды. Каждый элемент плотины Гувер рассчитан с учетом экстремальных погодных условий, что делает ее символом передовой инженерной мысли. Вторым по сложности является проект «Три ущелья» в Китае. Его строительство потребовало перенаправления целой реки через 4 специально вырытых туннеля, что само по себе является непростой задачей. Временные плотины, возведенные из дробленых камней, позволили осушить участок и создать условия для безопасного строительства основной конструкции. Такой подход требует не только точных расчетов, но и высокотехнологичного оборудования, способного работать в экстремальных условиях. Каждый этап строительства сопровождался постоянным мониторингом состояния грунта и гидростатическим контролем, что делало этот проект одним из самых сложных в мире. Третье место в этом рейтинге занимает дамба Итайпу на границе Бразилии и Парагвая. Ее возведение требовало применения сложнейших инженерных расчетов для управления мощными потоками реки Параны. Контроль за гидростатическим давлением, выбор оптимальных материалов и точная организация работ – все это стало залогом успешного завершения проекта. Использование передовых технологий и непрерывное совершенствование методик строительства позволили создать конструкцию, способную выдерживать экстремальные нагрузки и обеспечивать стабильную выработку электроэнергии. Эти объекты демонстрируют, насколько сложной может быть инженерная мысль, когда дело доходит до создания сооружений, способных противостоять стихии. Каждый из них — результат слаженной работы множества специалистов, использующих инновационные технологии и научные достижения для достижения максимальной надежности. От разработки уникальных систем водосброса до внедрения автоматизированных систем мониторинга, все эти решения направлены на то, чтобы минимизировать риск и обеспечить долговечность конструкции. Самые сложные дамбы — это не просто инженерные сооружения, а живые системы, требующие постоянного внимания и обновления. Их надежность зависит от каждой детали, от правильного расчета до своевременного технического обслуживания. Эти проекты показывают, как современные технологии и глубокие знания в области гидротехники могут преобразить риск в источник стабильности и прогресса для миллионов людей.
Когда речь заходит о красоте инженерного творчества, нельзя не отметить дамбы, сочетающие функциональность с эстетическим совершенством. Одним из ярких примеров служит плотина Гувер в Соединенных Штатах Америки. Ее арочная конструкция, созданная с учетом сложных расчетов распределения гидростатического давления, демонстрирует изысканность инженерного дизайна. Здесь каждая деталь от тщательно спроектированного центрального зазора до ровного распределения нагрузок по всей конструкции свидетельствует о том, как наука и техника могут создать не только надежное, но и визуально привлекательное сооружение. Благодаря высокоточным технологиям и использованию современных материалов плотина Гувер остается образцом долговечности и устойчивости, несмотря на воздействие экстремальных погодных условий. Другим примером красоты инженерного решения является дамба Кариба, расположенная на границе Замбии и Зимбабве. Ее конструкция, выполненная из прочного бетона с двойной кривизной, разработана так, чтобы максимально эффективно распределять силы воды, воздействующие на ее поверхность. Технические расчеты и точность монтажа позволяют этой дамбе не только выполнять задачи по регулированию потока и выработке электроэнергии, но и создавать гармоничный силуэт в ландшафте. Кариба демонстрирует, как грамотное сочетание функциональных элементов и продуманного дизайна может превратить инженерное сооружение в настоящий символ стабильности и красоты. Не менее впечатляющей является дамба Глен Каньон в США. Ее конструкция разрабатывалась с акцентом на долговечность и безопасность, что достигалось за счет использования инновационных технологий и тщательного контроля за качеством материалов. Внешне дамба Глен Каньон выглядит сдержанно, но ее технические особенности, сложная система водосбросов, интегрированные датчики контроля давления и автоматизированные системы мониторинга делают ее образцом современного инженерного искусства. Эта плотина демонстрирует, что красота не всегда должна кричать яркими красками, иногда она выражается в идеальной пропорции, точности и надежности. Эти дамбы не просто объекты инфраструктуры, а результат многолетних исследований, инженерного мастерства и инноваций. Они показывают, что можно достигнуть гармоничного баланса между строгими техническими требованиями и эстетическим совершенством. Инженеры, создавая такие конструкции, не жертвуют функциональностью ради внешнего вида. Они воплощают в жизнь проекты, способные служить веками, оставаясь символом человеческого разума и творческого подхода. Каждый из этих объектов является доказательством того, что технологии могут быть не только полезными, но и красивыми, объединяя в себе функциональность, безопасность и эстетическую привлекательность. Сегодня мировая инженерная мысль активно ищет пути для интеграции экологических требований с традиционными задачами по сдерживанию водных потоков. Новейшие проекты дамб ориентированы не только на повышение эффективности выработки электроэнергии и контроль наводнений, но и на минимизацию воздействия на окружающую среду. В ряде стран уже реализуются инновационные проекты, где интегрированы технологии, позволяющие сохранить естественные миграционные пути рыб и обеспечить естественную циркуляцию воды. Например, в Норвегии ведутся работы по созданию дамб, оборудованных специальными рыбопропускными механизмами. Эти устройства представляют собой системы туннелей и шлюзов, разработанных таким образом, чтобы обеспечить свободное перемещение рыбы между водными бассейнами. Точные инженерные расчеты и моделирование гидродинамики позволяют добиться оптимального баланса между прочностью конструкции и ее экологической безопасностью. В результате такие дамбы не только выполняют задачи по выработке электроэнергии, но и способствуют сохранению биоразнообразия в регионе. В Голландии активно разрабатываются подвижные дамбы, способные автоматически регулировать уровень воды во время штормов. Эти конструкции оснащены датчиками, контролирующими динамику водного потока, и автоматизированными системами, которые при резком подъеме уровня воды открывают шлюзы для сброса избыточного объема. Такой подход позволяет снизить риск разрушения дамбы и минимизировать ущерб от наводнений, одновременно сохраняя естественные особенности речного русла. Использование инновационных материалов и адаптивных технологий делает эти проекты образцом синергии между инженерией и экологией. Кроме того, в современных проектах уделяется внимание энергоэффективности. Новейшие материалы, применяемые при строительстве дамб, обладают улучшенными теплоизоляционными и гидроизоляционными свойствами, что позволяет снижать потери энергии и уменьшать воздействие на окружающую среду. В сочетании с системами мониторинга, которые в режиме реального времени отслеживают состояние конструкции, такие дамбы обеспечивают повышенную надежность и долговечность. Эффективное управление водными ресурсами становится возможным благодаря интеграции современных информационных технологий, аналитических систем и автоматизированных решений. Таким образом, дамбы будущего представляют собой гармоничное сочетание инженерного мастерства и экологической ответственности. Инновационные подходы позволяют не только увеличивать эффективность традиционных функций дамб, но и создавать условия для сохранения природных экосистем, обеспечивая устойчивое развитие регионов. Эти проекты демонстрируют, что современная инженерия способна идти в ногу с природой, минимизируя негативное влияние и открывая новые возможности для использования водных ресурсов с максимальной пользой для общества.
Подводя итоги, важно отметить, что дамбы — это не только инженерные сооружения, но и сложнейшие системы, требующие тонкой настройки для обеспечения безопасности и эффективности. Современные технологии позволяют создавать объекты, способные выдерживать колоссальные нагрузки, одновременно сохраняя экологический баланс. Инженеры сегодня используют передовые методы расчета, автоматизированные системы мониторинга и инновационные материалы, чтобы каждая дамба могла адаптироваться к изменяющимся условиям и минимизировать воздействие на окружающую среду. Каждое сооружение, будь то гигантская плотина на реке Янцзы или инновационная дамба с рыбопропускными механизмами в Норвегии, является результатом многолетнего труда и научных исследований. В процессе проектирования и строительства инженеры сталкиваются с необходимостью учитывать все возможные риски, от экстремальных погодных условий до сейсмической активности и воздействия на биосферу. Регулярное техническое обслуживание, модернизация и использование систем предиктивного анализа позволяют своевременно обнаруживать отклонения в состоянии конструкций и предотвращать потенциальные катастрофы. Баланс между прогрессом и природой — это не просто абстрактная концепция, а практическая задача, решаемая на основе точных данных и многолетнего опыта. Природа предъявляет высокие требования к человеческому мастерству, и каждый новый проект становится испытанием, где на кону безопасность миллионов людей и сохранение экологической гармонии. В этой борьбе инновации и инженерное мышление играют решающую роль, превращая риск в источник стабильности и развития. В конечном счете, дамбы символизируют нашу способность адаптироваться и использовать ресурсы с максимальной пользой, не забывая при этом о необходимости бережного отношения к окружающей среде. Они напоминают нам о том, что даже в мире высоких технологий важно сохранять баланс между человеческим прогрессом и природой, обеспечивая устойчивость и безопасность для будущих поколений. Это и есть истинное достижение современной инженерии, где каждая деталь имеет значение, а каждая инновация — шаг к гармоничному сосуществованию с природой.